Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир Танки от LST Games, и сегодня у нас на обзоре чешский средний танк 10 левела, проходная прокачиваемая ветка ТВП Т-5051, вот такой вот стиль богомола у нас. И прежде чем мы продолжим, так сказать, обзор, обязательно поставь лайк под этим видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Тебе не сложно, а мне приятно. Ну а мы с вами начинаем смотреть бронирование ТВП Т-5051. Погнали. Итак, господа, коллижн модель нашей ТВПхи НЛД 94, 94, 95. Внизу здесь ВЛД 132, 143 вверху. И понятно, что НЛД, что ВЛД это полный картон. А вот над гусеничной полки ТВПхи-то лучше и не стрелять. Кстати, почему одна у нас? Ну-ка, вот. Вот. Рикошетный. Маска орудия. 243 вот здесь. Здесь 200, 300 есть места, 190, 300 опять места есть, 190, по-всякому, да. Ну, все равно такая условная, где-то, ну, понятно, лучше в маску тоже в ВПХе не стрелять, можно попасть вот в такие вот места интересные, да. Она у нас вот чуть-чуть вытянутая. А касаемо башни, 126, 162, 178, 147, 142, 194, люк 50. Боковое бронирование 40. От борта танковать на ТВПхе ни в коем случае нельзя, да и в целом-то везде брони вообще нет. Только в маске местами появляется броня, хотя в маску все равно можно вот рядом со стволом бить и над гусеничные полки. Все остальное полный картон. Так, с броней разобрались, давайте глядеть орудие. Пушка у нас тут 10 левела, барабан на 4 снаряда, 100 миллиметровка, 320 альфа, 248 пробития на основном, 310 на голде, 4 снаряда в барабане. И вот самое приятное, к чему мы подходим, это время КД между выстрелами. 1,5 секунды. То есть барабан вы можете разрядить за 6 секунд. За 6, и если все пробития пройдут, то, извините, там 1200 вы врагу нанесете. 0,35 точность, 2,1 секунда время сведения. И это все на стоке. Это все еще можно улучшить. По полевой модернизации. Во втором блоке повышение жизнеспособности. В четвертом плавающий прицел. В пятом антибликовую маскировку фар. Скорости сведения. От времени заряжания. Так, а у нас, секунду. Так, сколько у нас скорость сведения? 1,92. Лучше все-таки, наверное, в седьмом блоке новое естественное наведение, потому что у нас все-таки 1,5 секунды КД между выстрелами освоится, по факту 1,82. Так, ладно, дальше к максимальной скорости вперед, к обзору. Здесь лучше скорость еще прокачать, чтобы она еще бодрее ездила. Для ТВПхи очень важна скорость передвижения. Ну и здесь мы берем, естественно, на разведку второй слот. Зачем? Потому что будут карты Малиновка, Прохоровка, где нам нужен будет обзор. И, соответственно, например, вместо той же самой турбины можно будет поставить просветленку и тут чуть-чуть местами поменять оборудование. Но в любом случае, сегодня обзор у нас на турбине, стабе и вентиляторе. Снаряды основной подкалиберный летит 1400, и это круто. А голдовый снаряд кумулятивный летит 900. Что тоже себе неплохо. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. 4 члена экипажа, перки вы наблюдаете перед собой в табличке. По плюсам-минусам. По пушке минимальный УВН у нас присутствует, минус 8. Да, это не минус 10, но хотя бы минус 8 есть. А время сведения 1,92. Но у меня штраф. То, что, так сказать, наводчик обучен менее чем на 100%. Ладно, по огневой мощи в целом, вообще весь этот танк это история про пушку. Про пушку, про удобный барабан, который достаточно быстро заряжается, у которого быстрое время разрядки. И поэтому в целом-то, конечно, по пушке плюс. По ХП 1800 норм, но нет брони. Поэтому, в принципе, по бронированию минус.
По мобильности у нас 65 вперед, 23 назад. Удельная мощность больше 27 лошадей на тонну, что тоже плюс по мобильности. По незаметности однозначно, у меня просто перк незаметный еще не у всех прокачан, но тоже плюс, где 32% раскачать можно. По обзору 452 метра. Ну, средний показатель, ни плюс, ни минус. Сойдет. Сойдет. Ну что, отправляемся в бой, давайте посмотрим, на что, собственно, ТВП способна. Погнали. Так, поедем в город, у нас обзор боем ТВП Т-50-51. Блин, там маусы всякие, голду заряжаем. Ух, ё. Все сараи переломал. 3 ЛТшки. Подождем. Я ее утопил, ребят. Попали в гусеницу, танк утонул. Прошу прощения. Не убил, не попал, но повлиял. Класс. Мне понравилось. Теперь можно в город. Настроение себе подняли, можно ехать в город. А вообще нельзя, надо в ущелье. Вы, кстати, что там творится в ущелье? Просто поглядите. Там просто какой-то мега замес. Там давят. Ребят хотят через ущелье проехать. Ну пусть попробуют. Надо поддержать наших. Вот. 4 тычки дали, поддержали. Вот это называется приехать и помочь. 4 из 4. Ребят, не заехал. Скорости не хватает. Разгоняемся. Сейчас. Ты только не мешай, родной. Стоит, целит, обиделся. Вазик, живи. Спасибо, артовод. Да. Да я вовремя сюда приехал, на самом деле. Минусуем, только стволы успеваем. Если бы не мы, что бы они тут делали? Прорыв не удался. Или как там говорят, не удался. Тут я его никак не пробью. Мастер танкования.
засуетились. Поехали. Все отлично, едем дальше. Набираем скорость, разгоняемся. Интересная тачка, ребят, интересная. Ах, один не прошел. Не, зачем ты делаешь? Ну, он уже не жилец. Все, всех убили. Ладно, ребят, 3600 дали. Переигрывать не буду, конечно же. Сами видел, сменил направление продвижения. Приехал на другой фланг, и там, где у нас прям 100% намечался прорыв, и он был бы, я приехал, поубивал танки, нанес кучу урона и очень помог на фланге. И этот танк, он такой, подвижность хорошая. Позволяет менять позиции, фланги, переезжать с карты с одной стороны на другую. И вот эта быстрая разрядка барабана, она, конечно, впечатляет. Когда ты просто, буквально просто кого-то отшпарил, и это хорошо. Так, что мы там заняли? Второе место, кстати. Чуть-чуть нас обогнал Маус. 2 фрага, второе место по урону взяли. Ну, минус ушли, на голде играли. Но мне нужно было на верочку стрелять. Ребят, кайфовая машина, просто невероятно. Вообще, вот чехи, сравнивая их там с другими ветками наций, да. Что средние танки, вот, пожалуйста, ТВП. Т-50-51, что ВЗ-55. Это просто вот они настолько идеальны, эти танки, что на них прям кайфово, интересно играть. Если вам немного наскучила игра, возьмите ВЗ-55 или ТВП Т-50-51, и может быть игра заиграет новыми красками. По 5-бальной системе я этому танку ставлю как минимум 4,8, ближе к 5. Вот, он, конечно, не ВЗ-55, но в нем есть своя прелесть. Ребята, у кого есть в ангаре этот танк, пишите свои ощущения, эмоции. Получается на ТВП играть, не получается, какие результаты на ней делаете, какое используете оборудование. Конечно же, прожимайте лайки под этим видео, подписывайтесь на канал, ну а я вам говорю, до скорых встреч, пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.